Глава 7. Стать недоступным. Вторник, 29 июня 1961 года. Всю неделю Дон Хуан рассказывал мне о повадках диких животных, чем совершенно меня очаровал. Он объяснил мне, а потом продемонстрировал несколько тактических приемов охоты, основанных на том, что он называл перепелиные причуды. Я был настолько поглощен его объяснениями, что совершенно не замечал течения времени. Я даже забыл об обеде. Дон Хуан в шутку заметил, что это совсем на меня не похоже. К концу дня он поймал 5 перепелов в простейшую ловушку, устанавливать которую он меня научил. 2 будет достаточно, сказал он, и остальных выпустил. Затем он научил меня жарить перепелов на костре. Я хотел было нарезать с кустов веток, чтобы запечь перепелов на костре целиком, как это делал мой дед. Он готовил дичь на углях, обложив ее листьями и зелеными ветками и обмазав мокрой землей. Но Дон Хуан сказал, что нет никакой нужды в том, чтобы причинять вред кустам, тем более, что мы уже причинили его перепелам. Поев, мы не спеша направились к скалам, видневшимся в отдалении. Мы уселись на склоне песчаникового холма, и я в шутку сказал, что, как по мне, то я приговорил бы всех 5 перепелов, и что приготовленные мной, они, по вкусовым качествам, заметно превзошли бы жаркое, которое приготовил он. В этом я не сомневаюсь, с готовностью согласился Дон Хуан. Но если бы ты все это проделал, то, возможно, нам не удалось бы уйти отсюда целыми и невредимыми. «Что ты хочешь сказать?» – спросил я. «Что могло бы нам помешать?» «Кусты, перепела, все вокруг восстало бы против нас». «Никогда не могу понять, всерьез ты говоришь или нет», — сказал я. Он изобразил нетерпение и причмокнул губами. «У тебя какое-то странное представление о том, что значит говорить всерьез. Я много смеюсь, потому что мне нравится смеяться. Но все, что я говорю, это совершенно серьезно. Даже если ты не понимаешь, о чем идет речь. Почему мир должен быть таким, каким ты его считаешь? Кто дал тебе право так думать?» «Но ведь нет доказательств того, что он не такой», — возразил я. Темнело. Мне было интересно, собирается ли он поворачивать к дому, но он, похоже, не торопился. А я был настроен довольно благодушно. Дул холодный ветер. Вдруг Дон Хуан встал и сказал, что нам нужно подняться на вершину холма и встать там на свободной от кустов площадке. «Не бойся», — подбодрил он меня. «Я твой друг и прослежу за тем, чтобы с тобой ничего плохого не случилось». «Что ты имеешь в виду?» – встревожился я. Дон Хуан обладал коварной способностью из состояния полнейшей удовлетворенности и даже радости мгновенно загонять меня в состояние дикого страха. «В это время суток мир очень странен», – сказал он. «Вот что я имею в виду. Но что бы ты ни увидел, не пугайся». «А что я могу увидеть?» «Пока не знаю», — ответил он, внимательно всматриваясь во что-то, находящееся к югу от нас. Дон Хуан как будто не был ничем обеспокоен. Я посмотрел в том же направлении, что и он. Вдруг он оживился и левой рукой указал на темное пятно среди кустарника внизу. «Вот оно», — сказал он, словно ждал появления чего-то, и это что-то неожиданно появилось. «Что это?» — спросил я. «Вот оно», — повторил он. «Смотри, смотри». Но я не видел ничего, кроме кустов. «А теперь оно здесь», — настойчиво сказал он. «Оно здесь». В это мгновение меня ударил порыв ветра. В глазах появилась резь. Я смотрел на то место, куда показывал Дон Хуан. Там не было абсолютно ничего необычного. «Я ничего не вижу», — сказал я. «Ты только что это почувствовал. Только что. Оно попало тебе в глаза и мешало смотреть. Что оно? О чем ты говоришь?» «Я специально привел тебя на вершину холма», — ответил он. «Здесь мы заметны, и нечто пришло к нам». «Что нечто? Ветер?» «Не просто ветер», — сурово произнес он. «Тебе может казаться, что это ветер, потому что ветер — это все, что тебе известно». Я напряг глаза, вглядываясь в кустарник, покрывавший окружающую пустыню. Дон Хуан немного постоял рядом со мной, а потом вошел в чапараль.
и начал обрывать большие ветки с каких-то кустов. Сорвав 8 веток, он сложил их в пучок. Мне он велел проделать то же самое и громко извиниться перед кустами за причиненный им вред. Когда у каждого из нас оказалось по охапке веток, Дон Хуан велел мне бегом вернуться на свободную от растительности вершину холма и лечь между двумя большими камнями. С молниеносной быстротой он разложил ветки из моей охапки так, что они укрыли меня с головы до ног. Потом он улегся сам и точно так же укрылся ветками из своей охапки. Потом, сквозь листья, он прошептал, чтобы я следил, как так называемый ветер перестанет дуть, едва мы сделаемся незаметными. В какой-то момент ветер, как и предсказывал Дон Хуан, действительно утих, что весьма меня изумило. Переход был настолько плавным, что я вряд ли заметил бы перемену, если бы специально за этим не следил. Какое-то время после того, как мы спрятались, ветер еще шуршал листьями над моим лицом, а потом все вокруг нас постепенно стихло. Я прошептал Дону Хуану, что ветер стих, и он шепотом ответил, что нужно лежать неподвижно и не шуметь, поскольку то, что я называю ветром, не ветер вовсе, а нечто, обладающее собственной волей и самым натуральным образом способное нас узнать. От нервного напряжения я засмеялся. Приглушенным голосом Дон Хуан обратил мое внимание на застывшую вокруг нас тишину. Потом он прошептал, что собирается встать, и велел мне сделать то же самое, левой рукой аккуратно отодвинув ветки. Встали мы одновременно. Дон Хуан какое-то время всматривался в южном направлении, а потом вдруг резко повернулся назад. «Змея! Настоящая змея!» — пробормотал он, указывая на юго-запад. «Смотри, смотри!» — подтолкнул он меня. Я смотрел со всей внимательностью, на какую только был способен. Мне очень хотелось увидеть то, о чем он говорит, но я ничего не замечал. Вернее, я не замечал ничего такого, чего не было до этого. Передо мной простиралась пустыня, поросшая кустами, которые вроде бы шевелил мягкий ветерок. Одни шелестели. «Оно здесь», — сказал Дон Хуан. И в это мгновение ветер ударил мне в лицо. Казалось, что он и в самом деле начал дуть после того, как мы встали. Это было невероятно, и я решил, что всему этому обязательно должно быть какое-то вполне логичное объяснение. Дон Хуан мягко усмехнулся и посоветовал мне не перегружать мозги поисками причины. «Давай-ка еще раз наломаем веток», — сказал он. «Я очень не люблю так поступать с маленькими растениями, но мы должны тебя остановить». Он собрал те ветки, которыми мы укрывались, сложил их в кучу и забросал землей. Затем, так же, как и в первый раз, мы сорвали по 8 больших раскидистых ветвей. Все это время ветер дул безостановочно. Я чувствовал, как он треплет волосы у меня над ушами. Дон Хуан прошептал, что после того, как он меня укроет, я должен лежать молча и без малейшего движения. Он очень быстро укрыл меня с ног до головы, потом он лег рядом и укрылся сам. Мы лежали так минут 20. За это время произошло совершенно необъяснимое явление. Ветер опять стих. Его жесткий непрерывный напор сменился едва заметными вибрациями. Я затаил дыхание в ожидании сигнала. Вот Дон Хуан осторожно отодвинул ветки, я сделал то же, и мы встали. Над вершиной холма опять нависла неподвижная тишина. Чапараль под нами еле-еле вздрагивал листьями. Дон Хуан неотрывно смотрел на юг. «Опять идет!» — громко воскликнул он. Я непроизвольно подпрыгнул от неожиданности, едва не потеряв равновесие, а он громко приказал мне смотреть. «Но что я должен увидеть?» — в отчаянии спросил я. Он ответил, что оно, чем бы там оно ни было, ветром или чем-то другим, похоже на облако, на вихрь вдалеке над кустами, который подбирается к вершине холма, на которой мы стоим. Я увидел волну, пробежавшую по кустарнику на некотором расстоянии от нас. «Вот оно», — сказал Дон Хуан, — «смотри, как оно нас ищет». Сразу вслед за его словами мне в лицо в очередной раз ударил устойчивый поток ветра. Но реакция моя теперь была иной. Я пришел в ужас. Я не видел того, о чем говорил Дон Хуан, однако видел таинственную волну, пробежавшую по поверхностям кустарника. Не желая поддаваться страху, я спешно выискивал какое-нибудь приемлемое объяснение. Я уверял себя в том,
что в этих местах, должно быть, имеются устойчивые воздушные потоки, и Дон Хуан отлично знает эту местность, не только хорошо в них разбирается, но и умеет рассчитывать их поведение. Поэтому все, что от него требовалось, это лежать, считать и поджидать, пока ветер прекратится. Поднявшись же на ноги, ему нужно было только дождаться следующего порыва. Из моих умственных упражнений меня вытряхнул голос Дона Хуана. Он говорил, что пора уходить. Я заупрямился. Мне хотелось остаться и убедиться в том, что ветер перестанет дуть сам по себе. «Я ничего не видел, Дон Хуан», — сказал я. «Но нечто необычное ты все же заметил. Может, еще раз расскажешь, что я должен был видеть?» «Я уже все тебе рассказал», — ответил он. «Нечто, скрывающееся в потоках ветра. Оно похоже на вихрь, на облако, на туман, на лицо, которое кружит вокруг». И Дон Хуан рукой изобразил горизонтальное и вертикальное движение. Оно движется в определенном направлении, либо перекатываясь, либо вращаясь, как смерч. Чтобы правильно действовать, охотник должен все это знать. Я собрался было пошутить по этому поводу, но Дон Хуан так упорно и серьезно отстаивал свою точку зрения, что я не посмел. Он бросил на меня короткий взгляд, и я отвел глаза. «Глупо верить в то, что мир именно таков, каким считаешь его ты», — сказал он. «Этот мир — место, исполненное тайн, особенно в сумерках». Он кивнул в том направлении, откуда дул ветер. «Это может преследовать нас. Оно способно нас вымотать и даже убить». «Ветер?» В это время суток, в сумерках, ветра не бывает. В это время существует только сила. Мы оставались на вершине холма еще около часа. Все это время, не переставая, дул сильный ветер. Пятница, 30 июня 1961 года. Вечером, после еды, мы с Доном Хуаном устроились на площадке перед домом. Я уселся на своем месте и занялся заметками. Дон Хуан улегся на спину, сложив на животе руки. Из-за ветра мы целый день не выходили из дома. Дон Хуан объяснил, что вчера мы намеренно побеспокоили силу, с которой лучше не шутить. Он даже заставил меня спать, укрывшись ветками. Неожиданный порыв ветра заставил Дона Хуана вскочить одним невероятно мощным прыжком. «Вот черт!» — воскликнул он. «Ветер ищет тебя». «Не морочь голову, Дон Хуан», — со смехом сказал я. «Меня на такой не купишь. В самом деле, нет». Я не упрямился, просто я никак не мог согласиться с тем, что ветер обладает собственной волей и может меня искать, равно как и с тем, что он на самом деле выслеживал нас и бросался к нам на вершину холма. Я сказал, что идея ветра, обладающего волей, относится к очень примитивному мировоззрению. «Хорошо, тогда что такое ветер?» — вызывающе спросил Дон Хуан. Я терпеливо объяснил ему, что массы горячего и холодного воздуха создают различные давления, и вследствие их разницы воздух перемещается в горизонтальном и вертикальном направлениях. Я довольно долго посвящал Дона Хуана в основы метеорологии. «То есть ты хочешь сказать, что ветер — это лишь результат взаимодействия холодного и горячего воздуха?» — спросил Дон Хуан с заметным замешательством. «Боюсь, что так», — ответил я, молча наслаждаясь своим триумфом. Дон Хуан, казалось, был ошарашен. Но потом он взглянул на меня и расхохотался. «Все твои мнения окончательны», — сказал он с ноткой сарказма в голосе. «Все они — последнее слово, верно? Но для охотника, однако, твое мнение по поводу ветра — чистейший вздор. Нет никакой разницы, каким будет давление, единица, 2 или 10. Если бы ты жил среди дикой природы, ты бы знал, в сумерках ветер становится силой. Настоящий охотник знает это и действует соответственно». «Как именно?» «Он использует сумерки и силу, скрытую в ветре». «Как?» «Если ему нужно, охотник прячется от силы, укрываясь ветками и лежа неподвижно до тех пор, пока не закончатся сумерки, и сила окутывает его своей защитой». Движениями рук Дон Хуан изобразил, как именно сила окутывает охотника. «Это похоже на...» Дон Хуан замолчал, подыскивая соответствующее слово. «Кокон», — подсказал я. «Точно», — согласился он.
Защита силы окутывает тебя подобно кокону. Охотник может спокойно оставаться на открытом месте, и ни пума, ни койот, ни ядовитый клоп его не потревожит. Горный лев может подойти к самому носу охотника и обнюхать его, но если охотник останется неподвижным, лев уйдет. Я могу тебе это гарантировать. Если же охотник хочет стать заметным, ему нужно всего лишь подняться в сумерках на вершину холма. Сила зацепится за него и будет следовать за ним всю ночь. Поэтому, если охотник хочет совершить ночной поход, или если ему необходимо всю ночь бодрствовать, он должен стать доступным ветру. В этом состоит секрет великих охотников. В смене доступности и недоступности точно на соответствующих поворотах пути. Чувствуя, что несколько сбит с толку, я попросил его вкратце повторить все, что он сказал. «Ты должен научиться сознательно становиться доступным и недоступным», — сказал он. «Хочешь ты этого или нет, но при твоем нынешнем образе жизни ты все время остаешься доступным. Ты всегда открыт». Я запротестовал. Я чувствовал, что моя жизнь становится все более и более скрытной. Он сказал, что я его не понял. Быть недоступным вовсе не значит прятаться или быть скрытным. Это значит быть недостижимым, то есть закрытым и защищенным. «Давай скажем иначе», — терпеливо продолжал он. «Нет никакой разницы в том, прячешься ты или нет, если каждый знает, что ты прячешься. Из этого вытекают все твои нынешние проблемы. Когда ты прячешься, то об этом знают все. Ты открыт и доступен, и каждый может в тебя чем угодно ткнуть». Я почувствовал какую-то угрозу и попытался защититься. «Не нужно оправдываться», — сухо сказал Дон Хуан. «В этом нет никакой нужды. Все мы дураки, и ты не можешь быть другим. Когда-то я тоже, подобно тебе, был доступен и раскрывался снова и снова, до тех пор, пока от меня почти ничего не осталось. А то, что осталось, могло только ныть. Что я и делал, так же, как ты». Дон Хуан смерил меня взглядом и громко вздохнул. «Я, правда, был тогда моложе тебя», — продолжал он. «Но в один прекрасный день я почувствовал, что с меня довольно, и изменился. Скажем так, однажды, когда я сделался охотником, я постиг секрет смены доступности и недоступности. Я сказал, что до меня все равно не доходит то, что он хочет сказать. Я действительно никак не мог понять, что он имеет в виду, говоря «быть доступным». Он использовал испанские идиоматические выражения «быть в пределах досягаемости» и «находиться посреди оживленной улицы». «Ты должен оттуда убраться», — объяснил он. «Уйти с середины улицы, на которой полно машин и прохожих. Ты весь там, всем своим существом, поэтому не имеет никакого значения, прячешься ты или нет. Прятаться там бессмысленно. Ты можешь только воображать, что спрятался. Ты находишься посреди улицы, это значит, что каждый, кто по ней проезжает, видит, как ты бродишь там туда-сюда». Метафора была интересной и в то же время весьма туманной. «Ты говоришь загадками», — сказал я. Он довольно долго, не мигая, смотрел на меня, а потом замурлыкал мексиканскую мелодию. Я выпрямил спину и насторожился, потому что уже знал, эта мелодия означает, что сейчас он меня снова на чем-нибудь поймает. «Эй», — сказал он, улыбнувшись и вытаращившись на меня. «Слушай, а что с той блондинкой, твоей подружкой? Ну, той, которая тебе по-настоящему нравилась?» Я уставился на него. Должно быть, у меня был вид полнейшего идиота. Он засмеялся с явным удовольствием. У меня не было слов. «Ты мне сам о ней рассказывал», — сказал Дон Хуан, словно за тем, чтобы несколько меня подбодрить. Но я не помнил, чтобы когда-нибудь рассказывал ему о ком-то из своих друзей, тем более о белокурой девушке. «Никогда ни о чем подобном я тебе не рассказывал», — сказал я. «Ну как же не рассказывал, если рассказывал», — возразил он, как бы подводя итог спору. Я хотел было возразить, но он не дал, сказав, что то, откуда он о ней узнал, не имеет значения, а важно лишь то, что я действительно ее любил. На меня накатила волна враждебности к нему из-за того, что он лезет мне в самую душу.
«Только не надо хорохориться», — сказал Дон Хуан сухо. «С чувством собственной важности уже давно пора покончить. У тебя была женщина, очень дорогой тебе человек, и ты ее потерял». Я начал вспоминать, действительно ли я когда-нибудь говорил с Доном Хуаном об этом. В конце концов, я пришел к выводу, что это вряд ли было возможно. Хотя все же я мог что-то рассказать ему, когда мы ехали в машине. Я не помнил всего, о чем мы говорили во время совместных поездок, потому что, сидя за рулем, не мог записывать. Эта мысль в какой-то степени меня успокоила. Я сказал ему, что он прав. В моей жизни действительно была белокурая девушка, и отношения с ней действительно имели для меня огромное значение. «Почему сейчас она не с тобой?» — спросил Дон Хуан. «Она ушла от меня». «Почему?» «По многим причинам». Причин было не так уж много. Причина была одна. Ты сделался слишком доступным. Я искренне хотел понять, что он имеет в виду. Ему в очередной раз удалось изрядно меня задеть. Он, похоже, отлично отдавал себе в этом отчет и, чтобы скрыть предательскую улыбку, выпятил губы. «О ваших отношениях знали все вокруг», — сказал он с непоколебимой уверенностью. «А что в этом плохого?» «Это очень плохо, просто ужасно. Ведь она была прекрасным человеком». Я искренне заявил, что его манера гадать о том, о чем он не может иметь ни малейшего понятия, мне отвратительно. И что самое неприятное в этом то, что он говорит с такой уверенностью, словно видел все собственными глазами. «Но все, что я говорю, правда», — сказал Дон Хуан с обезоруживающей прямотой. «Я вижу все это. Она была очень тонкой личностью». Я знал, что спорить не имеет смысла, но очень разозлился на него за то, что он разбередил самую глубокую из моих ран. Поэтому я сказал, что в конце концов та девушка была не такой уж тонкой личностью, и что, по моему мнению, она была личностью довольно слабой. «Как и ты», — спокойно произнес Дон Хуан. «Но это не важно. Значение имеет лишь то, что ты ее повсюду искал, и это делает ее особым человеком в твоей жизни. А для особых людей у нас должны быть только хорошие слова». Я был подавлен. Глубокая печаль начала охватывать меня. «Что ты со мной делаешь, Дон Хуан?» — спросил я. «Тебе каждый раз удается вогнать меня в печаль. Почему?» «А сейчас ты индульгируешь в своей сентиментальности», — с укором сказал он. «Но в чем тут дело, Дон Хуан?» «Дело в доступности», — провозгласил он. «Я напомнил тебе о той девушке только за тем, чтобы непосредственно показать то, чего не смог показать посредством ветра. Ты потерял ее, потому что был доступен. Ты всегда находился в пределах ее досягаемости, и твоя жизнь была подчинена строгому распорядку». «Нет», — возразил я, — «ты не прав. В моей жизни никогда не было распорядка». «Был и есть», — с догматической убежденностью заявил он. «Это распорядок необычный, поэтому складывается впечатление, что его нет. Но я уверяю тебя, он есть». Я собрался было надуться и погрузиться в мрачное расположение духа, но что-то в его глазах не давало мне покоя. Его взгляд словно бы все время куда-то меня подталкивал. «Искусство охотника заключается в том, чтобы сделаться недостижимым», — сказал Дон Хуан. «В случае с белокурой девушкой это означало бы, что ты должен был стать охотником и встречаться с ней осторожно, бережно, а не так, как ты это делал. Ты оставался с ней изо дня в день, до тех пор, пока не истощились все чувства, кроме одного — скуки, верно?» И я не ответил. До ответа и не требовалось, он был прав. Быть недостижимым значит бережно прикасаться к окружающему миру. Съесть не 5 перепелов, а одного. Не калечить растения лишь для того, чтобы сделать жаровню. Не подставляться без необходимости силе ветра. Не пользоваться людьми, не выжимать из них все до последней капли, особенно из тех, кого любишь. «Но я никогда никем не пользовался», — вставил я. Но Дон Хуан сказал, что пользовался, и потому теперь могу только тупо твердить, что устал от них и что они нагоняют на меня тоску. Быть недоступным значит сознательно избегать истощения, бережно относясь к себе и к другим, продолжал он.
Это значит, что ты не поддаешься голоду и отчаянию, как несчастный дегенерат, который боится, что не сможет поесть больше никогда в жизни, и потому пожирает без остатка все, что попадается на пути, все 5 перепелов. Дон Хуан определенно бил ниже пояса. Я засмеялся, и это, похоже, ему понравилось. Он слегка дотронулся до моей спины. Охотник знает, что в его ловушки еще не раз попадет дичь. Поэтому он не беспокоится. Беспокойство неизбежно делает человека доступным. Он непроизвольно раскрывается. Тревога заставляет его в отчаянии цепляться за что попало. А зацепившись, ты уже обязан истощить либо себя, либо то, за что зацепился. Я сказал, что в моей жизни быть недостижимым невозможно, потому что мне постоянно приходится иметь дело со множеством людей и быть в пределах досягаемости каждого из них. «Я уже тебе говорил», — спокойно продолжал Дон Хуан, что быть недостижимым вовсе не означает прятаться или скрываться, и не означает, что нельзя иметь дело с людьми. Охотник обращается со своим миром очень осторожно и нежно, и неважно, мир ли это вещей, растений, животных, людей или мир силы. Охотник находится в очень тесном контакте со своим миром, и тем не менее он для этого мира недоступен. «Но тут у тебя явное противоречие», — возразил я. «Невозможно быть недоступным для мира, в котором находишься постоянно, час за часом, день за днем». «Ты не понял», — терпеливо объяснил Дон Хуан. «Он недоступен, потому что не выжимает из своего мира все до последней капли. Он слегка касается его, оставаясь в нем ровно столько, сколько необходимо, а затем быстро уходит, не оставляя никаких следов.